Привет, друзья! Вы на канале Советы для дома. В этом видео я хочу вам показать, как легко и безопасно отмыть унитаз от налета, ржавчины, желтых пятен и камня. При этом использовать мы будем натуральные компоненты для чистящего средства, никаких дорогих средств и едкой бытовой химии. Вот такие загрязнения в унитазе у меня. У кого плохая вода, те люди точно знают, что этим загрязнением не год и не полгода. При смыве налет остается на стенках унитаза, из-за чего появляются вот эти рыжие ржавые подтеки. Там, где в унитазе остается вода, налет тоже образуется очень быстро. За то время, что вы не пользуетесь туалетом, все примеси, соли, минералы, ржавчина, которые есть в воде, оседают на стенке, и в результате унитаз обрастает серым или рыже-коричневым налетом. Конечно, есть магазинные средства, которые все это отмоют, но я хочу вам показать, как сделать натуральное средство без вреда для вас и для природы, которое будет работать так же, а может даже и лучше, чем магазинное. Итак, возьмите емкость, которую вам не жалко будет выбросить. Первый ингредиент, который мы будем использовать, это лимонная кислота. Она мягко растворяет известковый налет и мочевой камень. Нам понадобится 2 столовые ложки. Следующий компонент нашей смеси – это соль. Она усиливает действие лимонной кислоты и, действуя как мягкий абразив, помогает оттереть налет. Также добавьте 2 столовые ложки. Теперь сюда нужно добавить перекись водорода. Она прекрасно отбеливает, дезинфицирует и убивает бактерии. Налейте в смесь 2 столовые ложки. Кстати, я использую 3% перекись. Вот такое чистящее средство получается. Оно хорошо растворяет известковый налет и очищает ржавчину. Поэтому, если у вас в унитазе есть ржавые подтеки, обязательно попробуйте его сделать. С помощью старой губки или щетки, которую вы используете для мытья унитаза, нанесите пасту на стенки унитаза и под ободок. Старайтесь распределить чистящий состав равномерно по всей поверхности. При этом особое внимание уделяйте тем местам, где у вас накопился известковый налет, есть ржавчина или ржавые подтеки. Следующее, что нам нужно, это бумажные полотенца. Вместо них вы можете использовать старые футболки, простыни и даже туалетную бумагу. Налейте в ковш максимально горячую воду, которая течет у вас из-под крана. Смочите в ней бумажные полотенца. И облепите этими полотенцами унитаз. Если вы просто оставите смесь на стенках унитаза, то минут через 5 она высохнет и перестанет работать. Бумажные полотенца помогут дольше удерживать влагу, благодаря чему смесь будет работать дольше, а значит лучше размягчить налет. Теперь возьмите емкость, подойдет абсолютно любая, ее уже не нужно будет выбрасывать. Насыпьте в нее 2 столовые ложки лимонной кислоты, 2 столовые ложки соли и добавьте совсем чуть-чуть горячей воды. Перемешайте, чтобы соль и лимонная кислота немного растворились. Эту смесь нужно вылить в унитаз. Она поможет очистить налет и загрязнения там, где остается вода.
Оставить унитаз в таком состоянии нужно до 1 часа. Здесь все зависит от того, насколько сильный у вас налет и ржавчина. У меня толстого налета нет, поэтому оставляю минут на 20. У меня уже время прошло. Убираю бумажные полотенца и прямо ими вымываю под ободком. Чтобы прямо хорошо вымыть унитаз под ободком, вы можете использовать ту губку или щетку, которой наносили пасту. Если у вас в унитазе есть ржавчина и вы хотите ее отмыть, то этот способ поможет. Но если вы оставили на полчаса и видите, что ржавчина не отмылась до конца, то просто повторите процедуру еще 1 раз. Активно пройдитесь щеткой внутри унитаза, и прямо на ваших глазах он станет белый. Если вам нужно отмыть унитаз, внутри которого уже нарос камень, то для этих целей подойдет просто лимонная кислота. 100-граммовый пакетик растворяйте в горячей воде и выливайте в унитаз на ночь. Делайте так 3-4 раза подряд, и в конце концов камень просто отвалится. Не нужно будет ковырять ножом, отверткой, царапать унитаз. Камень просто сам легко отпадет. Еще можно применить соляную кислоту. Она менее экологична, больше вредит природе, при ее использовании нужно соблюдать меры предосторожности, поэтому рекомендую ее использовать только в действительно запущенных случаях. Я с ее помощью уже отмывала толстый налет в унитазе. Кому актуально, переходите по ссылке, которая появилась вверху справа. После очистки ободок унитаза внутри я всегда споласкиваю теплой водой из ковшика. А сверху насухо протираю ободок туалетной бумагой. Давайте напомню, какие подтеки были на стенках унитаза и какой налет был на дне. И вот результат. Унитаз снова белоснежный, блестящий, никакого налета, никаких пятен. Как видите, отмыть унитаз можно очень просто и доступно. Если вам понравился результат, ставьте лайк под видео и не забывайте подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр, до встречи в других видео.